этом уроке мы рассмотрим такую вещь, как валидация. То есть, получается, мы на прошлых занятиях добавляли запись просто вот без каких-либо проверок. Но вот, допустим, вот у меня есть шаблон, он будет под описанием видео, его надо скачать. Ну, также провести миграцию. Вот, допустим, вот есть students. Попробуем добавить новые. Так, вот здесь вот в этом поле name запишем какой-то очень длинный текст. И что из этого получится? Так, теперь попробую сохранить. Вот мы получаем ошибку. То есть нам говорится, что длина данных, оно составляет там 1406. Это слишком большое. Смотрим базы данных. Вот у меня база, сама таблица. Открываю структуру и смотрю. Вот вижу, у меня name равно 191 символу. То есть вот такая вот фигня, она получается не годится, ну, для профессионального уровня. Поэтому для этого надо сделать валидацию. Как это сделать? Переходим в Student Controller. Далее Store метод. Далее пишем this. Далее пишем validate. Далее пишем request. И так вот. Далее мы называем то имя поля, которое мы хотим проверить. В данном случае у нас получается name. Вот оно у меня называется name. Я пишу сюда name. Далее пишу получается max. Max 191. Так. Ну и теперь попробую сохранить. Вот оно у меня не пускает. Потому что у меня больше символов, чем надо. Так, и далее. Получается, вот мы сейчас ввели текст, но нам как бы ничего не показало, что же произошло. Так, для этого надо сделать такую штуку. То есть, получается, мы students create. Тут вот проверяем, есть ли ошибки. Если есть, то делаем exploit. Там, получается, разделяется на вот такие вот такой разделитель. Далее пишется errors, вызывается метод all, и в нем вот такой вот div, двоеточие message. И таким образом оно сейчас мне выведет причину ошибки. Так. Вот оно у меня и подсветило. Так,
Ладно, так, можно вот еще обернуть div. Так, еще раз попробую. Так, вот оно у меня красное. Так, далее. Далее рассмотрим мы такую штуку, как обязательный атрибут. Допустим, мы ввели, нажали сохранить. Вот, и у нас просто вот пустая вот запись создалась. Что для этого надо сделать? Ну, во-первых, можно добавить класс бутстраповский, ну, не класс, атрибут required. Но сейчас у нас на Laravel. Как на Laravel это сделать? То есть тут вот еще пишем значок или и пишем required. Нажимаю save. Вот оно у меня заругалось, что поле name должно быть обязательным. Так, следующее. Вот у меня есть, получается, миграции подготовленный email. И также есть пароль. Это мы позже его рассмотрим. Сейчас email. Так, для начала добавлю самое это поле. Это у нас. Вот это его назову имейлом. Все. Так. Обновляю. Так. Ну, надо, помимо того, что оно должно быть не более 191 символа, так еще и должно быть в формате email. И также добавим еще уникальность. Так. Так. Я еще не нажимал сохранить. Перехожу в контроллер. И здесь вот далее пишу email. Далее. Поле email. Ну, для начала так. Допустим, у нас запись поле не формата email. Оно должно вывести так, вот такой вот формат. Он получается как принимает. Для меня это большая неожиданность была. Ну, поэтому надо вот тут вот еще email. И далее вот прописываем такую вот штуку. Двоеточие, фильтр. Так, и попробуем сейчас опять вот сохранить. Вот, все. Теперь все правильно работает. Так, далее. Далее. Попробуем создать какую-то нормальную запись с нормальным имейлом. Сохраняем. Так, теперь надо, получается, сделать проверку на уникальность имейла.
Для этого надо прописать уникью и название нашей таблицы. В данном случае у меня students. И теперь попробую записать вот этого вот email. Я его сейчас быстренько выведу. То есть оно меня выбивает, что данный email уже есть. Так. Ну, попробую сейчас добавить. Так, но получается для редактирования этот email должен учитываться, ну, исключаться из проверки на уникальность. Так, сейчас получается надо в edit добавить email. Его копируем. Вставляем в edit и выводим тут значение. Email. Так, редактирование. Вот оно меня вывело. Переходим в модель. Переходим в контроллер. Копируем валидацию. Вставляем метод update. Но немного изменим. Так. И попробую сохранить. Вот оно у меня успешно сохранилось. Если я попробую сохранить email первого того, test.com, это у меня срабатывает валидация. Сейчас еще туда скопирую вывод сообщений об ошибке. Сохраняю. Вот. Оно все работает. И последнюю вещь попробуем сделать. Это добавление пароля. Для начала при добавлении нового
Ну или может только для добавления нового попробуем делать. Так. И сюда пишем для начала. Для начала создадим поле. Тут будет password. Тип pass. И еще одно поле — это подтверждение. Password confirmation. Еще type. Добавил type. Для начала делаю password. Вставляю. Ввожу тестовые какие-то данные. Или может какой-то неправильный. Вот так. И теперь надо прописать такое вот password. Далее мы пишем То есть получается, это поле будет обязательным, плюс стринговое, далее минимальная длина 6, и второй пароль должен быть тоже одинаковым. Так. Сейчас проверяем. Вот оно у меня выдало о том, что пароли не совпадают. Так. Давайте введем правильный сейчас. 1, 2, 3, 1, 5, 6. Ну, это пароль какой-то. В данном случае важный. Вот оно у меня прошло. Так, далее попробуем записать сам пароль. Для этого воспользуемся шифрованием, используя хэш, use hash. Так, да. Так. Таким вот кодом воспользуемся. Хэш, далее два двоеточия, make, и сюда подставляем сам пароль.
Так, оно, получается, зашифровывает данный пароль, и его просто так нельзя будет узнать никому, кроме памяти самого того, кто вводил его. Вот оно, получается, у меня зашифровало все. И теперь остается просто его сохранить. Так оно у меня запишет модель student. Ну, значит, надо мне удалить его. Все, оно у меня добавилось. Смотрим. Вот оно у меня записалось. Так, в общем-то и все. Вроде мы все осмотрели. Вот мы рассмотрели максимальное количество. Мы рассмотрели обязательное поле. Мы рассмотрели тип email, чтобы был обязательный. Ну, еще плюс дополнительно надо прописать такой вот двоеточие, фильтр, для того, чтобы вот точно было строго по формату имейла. Далее проверка на уникальность. Также рассмотрели, как записывать при редактировании, исключая текущий email. Также рассмотрели, как записать пароль, чтобы было обязательно введенный первый и подтверждающий пароль, чтобы был такой же, как первый. И запись самого пароля, использование хеширования. Еще мы забыли одну вещь, такую как проверку на ввод именно чисел. Вот у нас есть еще subject. Давайте добавим сабжекты. Выберем студента. Пусть будет так. Сохранили. Переходим в рейтинг. Тут вот получается надо вводить только числа. Допустим, вот будет такое, оно не должно сохранять. Для этого надо перейти в Home Controller. Вот здесь вот Update Rating. Пишем здесь Validate. Сюда вот рейтинг. Да, рейтинг. Вот. И далее пишем new make. Это только числа. Так, если мы сейчас попробуем, это у меня не сохранило. То есть значение невалидное. Сейчас еще я добавлю вывод ошибок. Это у нас рейтинг, индекс grade. Тут вот
Сюда. То есть это значение должно быть числом. Если мы введем число, оно успешно сохранилось. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До скорой встречи.